Ватикан – самое маленькое официально признанное государство в мире. И тем более удивительно, что оно хранит в себе столько тайн и загадок. Секретные архивы, судебные документы, касающиеся известного ученого Галилея, и даже доказательства того, что Иисус лишь выдумка. Об этих и других интересных артефактах я расскажу вам в этом ролике. Приятного просмотра! Ну что ж, давайте начнем с Ватиканского архива. В его коллекции хранятся миллионы страниц рукописей, касающихся исторических событий, церковных вопросов и судебных процессов. Например, здесь можно найти переписку между папами и монархами прошлого. И это лишь вершина айсберга. Официально архив открыт для ученых и исследователей. По запросу они могут получить доступ к определенным документам. Вот только в действительности посетить это окутанное загадками место могут лишь 2-3 человека в год. We do not care. К чему такая конспирация? Существует слух, и его поддерживают некоторые исследователи и даже бывшие служители церкви, что в архиве есть специальный, секретный отдел. Это хранилище недоступно для широкой публики и даже для большинства работников Ватикана. В нем могут храниться документы, которые церковь не готова раскрывать. Что это за документы? Никто не знает точно, но ходят разговоры, что там могут находиться материалы, касающиеся самых спорных вопросов религии, от доказательств альтернативных версий библейских событий до информации о древних артефактах с мистическими свойствами. О том, что такой отдел существует, мы можем судить по нескольким свидетельствам. Время от времени в прессе всплывают заявления бывших работников Ватикана, но точных деталей никто никогда не раскрывал. К тому же, теорию о существовании такого секретного архива подтверждает тот факт, что некоторые документы, ранее считавшиеся закрытыми, все же были рассекречены. Например, архивы, связанные с деятельностью Ватикана во время Второй мировой войны, открыли некоторые аспекты сотрудничества церкви с нацистами. По словам историка Дэвида Керцера, в Ватикане хранятся документы, доказывающие, что Папа Пий XII согласился хранить молчание об антисемитизме в обмен на защиту Муссолини. И если анализ Керцера верен, то в Ватикане есть неопровержимые доказательства того, что Папа Пий XII закрывал глаза на антисемитизм. К тому же Керцер запросил доступ к другим документам, которые могут окончательно подтвердить или опровергнуть слухи о связи папы с Адольфом Гитлером, но Ватикан ответил нет. И это лишь малая часть того, что может скрывать Ватиканский архив. Одним из самых интригующих и обсуждаемых является предположение о том, что в закромах Святого Престола хранится полная и более детализированная история жизни Иисуса Христа. В Библии действительно есть огромный пробел. Ничего не сказано о жизни святого с детства до 30-летия. Как жил этот мужчина до начала своей проповеди? Одной из самых смелых гипотез является предположение, что Иисус мог быть женат и даже имел детей. Впервые эту идею выдвинул американский писатель и журналист Дэн Браун, автор знаменитых книг «Код да Винчи» и «Инферно». Если эта информация действительно существует и была бы раскрыта, это могло бы кардинально изменить всю структуру католической церкви. Ведь если бы Иисус действительно оставил потомков, их существование поставило бы под угрозу пост Папы Римского. Потому что кто, если не прямой наследник святого, имел бы больше прав на духовное лидерство? Эта идея давно обсуждается в теологических кругах. Может, Ватикану действительно известно гораздо больше о жизни Христа, чем он готов сообщить миру. В любом случае, вопросы остаются. Почему так тщательно охраняются любые сведения, касающиеся пропавших лет жизни Иисуса? И если действительно существуют его потомки, что стало с их линией? Могут ли они жить среди нас, не подозревая о своем происхождении? Может, вы, мой зритель, и есть тот самый потомок Бога? Тайна этой истории может быть настолько велика, что ее раскрытие способно полностью перевернуть наше представление о христианстве и изменить миропорядок. Более того, существует немало теорий, согласно которым Ватикан может хранить в своих архивах документы, ставящие под сомнение само существование Иисуса Христа.
Boom, roasted. Эта версия, безусловно, является одной из самых спорных и радикальных, ведь весь христианский мир зиждется на вере в Иисуса как историческую и духовную личность. Однако, как утверждают некоторые исследователи и конспирологи, в секретных архивах Ватикана могут находиться документы, которые раскрывают, что фигура святого была искусственно создана в мифологических целях. Одна из таких теорий основывается на том факте, что вне Библии исторических упоминаний о жизни Иисуса крайне мало. Достоверных документов того времени, которые подтверждали бы его существование как реальной личности, практически не сохранилось. И это вызывает вопросы. Если Ватикан, как утверждают, обладает огромными архивами, касающимися истории христианства, почему он никогда не представил дополнительные доказательства существования Иисуса, помимо тех, что изложены в Священном Писании? В 1917 году дети пастухов из португальского города Фатима утверждали, что стали свидетелями 3 пророческих видений Девы Марии. Первое из них изображало ужасы ада, второе предупреждало о грядущем подъеме коммунистической России, чье влияние, как говорилось, принесет страдания и хаос всему миру. Богородица предостерегала, что если ее призывы не будут услышаны, мир столкнется с войнами, голодом, гонениями, и что ошибки России распространятся по всей планете. Эти пророчества впервые были обнародованы в 1941 году в документе под названием «Третий мемуар» после одобрения епископа. Однако третье послание очень долго оставалось скрытым от глаз общественности, а его содержимое, по слухам, было запечатано в конверт и отправлено на хранение в Ватиканские секретные архивы. И вот в 1965 году Папа Павел VI впервые ознакомился с этим загадочным текстом, но категорически отказался его публиковать. А спустя еще 16 лет после покушения на свою жизнь уже другой папа, Иоанн Павел II, воспринял это событие как знак и немедленно отправился в архив, чтобы прочитать тайное послание. Однако, как и его предшественник, решил оставить содержимое в секрете. Тем не менее, сразу после этого посвятил весь мир непорочному сердцу Марии, видимо, осознавая серьезность прочитанного. И лишь в 2000 году Иоанн Павел II все же решился немного приоткрыть завесу тайны, заявив, что в третьем послании говорится о глобальной битве между добром и злом, в центре которой окажется сам Папа. Сегодня текст Третьей тайны Фатимы находится в открытом доступе, но многие исследователи утверждают, что это лишь малая часть оригинального пророчества. В 2010 году папа Бенедикт XVI заявил, что реальная суть этого послания до сих пор остается нераскрытой, и что полная версия, которая хранится в архивах Ватикана, может кардинально отличаться от официально представленной. Эти намеки породили множество теорий. Некоторые исследователи считают, что в настоящем тексте содержатся гораздо более тревожные пророчества о будущем церкви и мира. Другие же предполагают, что Ватикан умышленно скрывает информацию, которая могла бы изменить мировоззрение миллионов верующих. Одной из самых загадочных и фантастических историй, связанных с Ватиканом, является утверждение о существовании устройства, называемого хроновизором. О нем впервые рассказал итальянский монах-бенедиктинец, отец Пелегрино Эрнетти, который утверждал, что церковь хранит это устройство в строжайшей тайне. По его словам, хроновизор – это своего рода машина времени, которая позволяет не только видеть прошлые события, но и слышать и наблюдать их как в реальном времени. Отец Эрнетти говорил, что был одним из членов группы ученых, работающих над созданием чудо-устройства в 50-х годах прошлого века. По его словам, команда включала выдающихся специалистов того времени, включая самого Энрико Ферми, лауреата Нобелевской премии, и Вернера фон Брауна, легендарного ракетного инженера. Устройство якобы было способно настроиться на специфические частоты электромагнитного излучения и акустических волн, оставленных событиями прошлого, и воссоздать их. Эрнетти утверждал, что с помощью хроновизора он и его команда могли видеть сцены из прошлого, такие как римские сенатские заседания или даже распятие Иисуса Христа. Однако,
После того, как об этом устройстве стало известно общественности, Ватикан категорически отказался признавать его существование. Тем не менее, сам отец Эрнетти до конца жизни утверждал, что хроновизор существует и что церковь сознательно скрывает его, опасаясь, что использование машины могло бы разрушить многие устоявшиеся религиозные и исторические концепции. Интересно, что Ватикан, в свою очередь, даже выпустил официальное предупреждение, запрещающее использование любых устройств, умеющих манипулировать временем. Это породило еще больше слухов о том, что хроновизор действительно существует и что его использование запрещено в целях сохранения общественного порядка. Машина времени — это что-то из мира фантастики, что-то, что тесно связано с магией. А Ватикан всегда занимал осторожную позицию по отношению к магии и колдовству, считая эти практики еретическими и опасными. Так что церковь на протяжении многих веков собирала запрещенные оккультные книги и артефакты для их изоляции от общественности. И, возможно, в эту коллекцию попала книга под названием «Le Dragon Rouge» — «Красный дракон» или «Великий гримуар». Это одна из самых загадочных и устрашающих оккультных книг, о которой ходят легенды. Считается, что этот таинственный манускрипт содержит инструкции по вызову демонов, общению с потусторонними сущностями и даже овладению силами тьмы. Согласно легендам, Великий гримуар был написан в начале XVI века на основе еще более древних источников. Его авторство приписывают либо легендарным алхимикам, либо могущественным чернокнижникам, которые якобы обладали знаниями, способными изменить баланс между добром и злом в мире. Основная часть книги посвящена призыву могущественного демона Люцифера, с которым можно заключить договор для получения невероятных богатств, власти и силы. Также в книге описываются сложные ритуалы и заклинания, требующие особой подготовки и жертвоприношений. Что делает Великий гримуар таким уникальным, так это его репутация среди исследователей и оккультистов. Come on, man. Многие считают, что его тексты настолько опасны, что их использование может привести к катастрофическим последствиям. Ватикан, по мнению конспирологов, осознал всю опасность этого манускрипта и решил спрятать его в своих архивах, чтобы ни один человек не мог злоупотребить этими страшными знаниями. Ватикан — это не только духовный центр католического мира, но и кладезь бесценных сокровищ. Его музеи, дворцы и храмы наполнены величайшими произведениями искусства, созданными мастерами мирового уровня. Микеланджело, Рафаэль, Бернини — их работы можно найти в каждом уголке этого крошечного государства. Однако это лишь видимая часть богатства. Ходят слухи, что самые ценные реликвии Ватикана спрятаны от посторонних глаз в глубине секретных хранилищ. Одной из таких легендарных реликвий является Ковчег Завета, священный объект, который по Библии содержит скрижали с 10 заповедями, данными Моисею. Его местонахождение остается одной из самых больших загадок в истории. Некоторые считают, что ковчег был утерян, другие же верят, что его тщательно охраняют в тайных архивах Ватикана, вдали от людских глаз. Не менее загадочен и священный Грааль, чаша, из которой, согласно легенде, пил Иисус на Тайной вечере. По преданию, она также была использована для сбора его крови во время распятия. Эта реликвия веками искалась крестоносцами и королями, но так и не была найдена. Тем не менее, есть предположение, что Ватикан скрывает Грааль в своих секретных хранилищах, считая его слишком могущественным и опасным для мира. Кроме этих двух самых известных реликвий, в Ватикане могут храниться и другие артефакты с огромным историческим и духовным значением. Возможно, это древние манускрипты, реликвии первых христиан или даже мистические артефакты. Ватикан всегда был известен своей склонностью к сокрытию подобных объектов. Слышали ли вы что-нибудь об истории суда над Галилеем? Это одна из самых известных и противоречивых страниц в отношениях науки и церкви.
В 1633 году католическая церковь осудила великого ученого за его утверждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца. We don't do that here. Несмотря на то, что многие его современники, включая астрономов и ученых, поддерживали эту точку зрения, церковь категорически отказалась признать гелиоцентрическую модель Вселенной, предложенную Галилеем. Церковная доктрина того времени требовала, чтобы Земля оставалась центром мироздания. В ходе знаменитого судебного процесса Галилея заставили отречься от своих научных убеждений под угрозой жестокого наказания. Ватиканские документы, связанные с этим делом, подтверждают, что Галилей был вынужден отказаться от своих слов, после чего его приговорили к домашнему аресту, который продлился до конца жизни мужчины. Эти документы хранятся в архивах Ватикана и представляют собой одну из самых ярких иллюстраций противостояния науки и религии в то время. Очищение имени Галилея произошло лишь спустя несколько веков. Официально католическая церковь признала свою ошибку только в 1992 году, когда папа Иоанн Павел II публично извинился за действия церкви в отношении ученого. Однако исторические документы, касающиеся этого дела, до сих пор хранятся в архивах Ватикана и остаются ярким свидетельством того, как наука сталкивалась с религиозной догмой. Суд над Галилеем стал символом того, как прогрессивные идеи могут быть подавлены из-за страха перемен, и служит напоминанием о необходимости уважать истину, даже если она противоречит установленным взглядам. Это далеко не все загадки и тайны Ватикана, но точно самые известные и распространенные из них. Как думаете, правда ли церковь что-то скрывает? Лично мне хотелось бы верить, что машина времени существует. Тогда я бы отправился в 2009 и закупил пару биткоинов. Но есть и другой способ разбогатеть. Мы ищем новых людей в нашу команду, креативных продюсеров, сценаристов, монтажеров и дикторов. Оставляйте заявку в нашем телеграм-боте, и мы обязательно свяжемся с вами. Спасибо за просмотр!